Снова всем привет, продолжаем играть в Morrowind, находимся мы в Морнхолде и в целом я готов. Думаю, что готов отправиться в заводной город. Да снизойдет на тебя благословение. Не откладывая в долгий ящик, давайте отправимся. Сохранимся. Здесь нас, в общем-то, ждут куча фабрикантов, некоторое количество ловушек, как, например, вот это. Но, насколько я знаю, да, насколько я знаю, здесь ловушка смертельная, то есть она сразу полностью обнуляет все хп. Так, врагов я не вижу. Куда идти, я, честно говоря, не помню, поэтому будем тыкаться наугад. Так, ну это явно тупик. Причем какой-то дохлый фабрикант здесь валяется. Почему-то. А вот и проход. А там что у нас? Там у нас тоже проход. Или нет? Нет, это тоже тупик. Ладно. Сохраняемся. Можно, конечно, было пробежать под невидимостью, но я думаю, что мы постараемся дать им бой. Этим мерзким созданиям. Вот, например, первый из них. Конечно же, мы призываем Алчущего, призываем Святошу. И будем вот таким вот образом продвигаться. На паралич ему пофигу. Я посмотрю. Да, смотрите, Алчущий-то отъехал. Так, ну тогда сумрак. О, паралич прошел. Толстоват. Толстоват фабрикант. Для орка он, конечно, не противник. Но для вот этих ребят тяжело. Да даже здесь, в принципе, и без паралича, ой, без невидимости можно было пробежать. Они довольно медлительные. Не знаю, имеет ли смысл затягивать наше прохождение таким вот образом. Но мы, в общем-то, думаю, что дальше пойдем под невидимостью. Я все доказал, а замочить их можно. Наши ребята справляются. Вопрос только в количестве потраченной маны. И в количестве затраченного времени. Души мы с них никакие не захватим, ценного у них ничего нет. Поэтому дальше пойдем под невидимостью. Ну, там, где это возможно. Очень, очень долго. Не хочется мне вот так затягивать, потому что нам предстоит еще довольно геморройная битва в конце. Так, тут опять развилка. Давайте смотреть. Так, еще один. Но с этим тоже придется сражаться. Как ни жаль. Призовем сумрака. Так, а усмирить мы их можем? Они же животные, по идее, да? У меня же есть усмирение. О, я вообще всех усмирил. Ну и хорошо. И хорошо, друзья. Давайте-ка мы невидимость включим. Посмотрим, что он тут охраняет. Алчущего убираем.
Так, все наши ребята... А, здесь ни хрена нету. Здесь ни хрена нету. Сумрак осталось. Ага, ловушка. Ловушечка, ловушечка, и там двое. Или даже трое. Отлично. Отлично. Все разрешилось лучшим образом. Снова сохраняемся. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше этих тварей здесь будет. Так, вот тут, по-моему, можно пробежать. Вот так вот. По краешку. Как я уже сказал, никакого абсолютно лута здесь нет ценного. Так, поэтому мы просто пробегаем. Сражаться с ними не вижу никакого смысла. Зал Теуда. Тоже фабриканты. Так, ну вот здесь уже интереснее. Здесь интереснее. Здесь, наверное, придется с ними сразиться. Расчистить немножко место, потому что... Так, ну на 10 секунд усмирять смысла никакого нет. Поэтому призываем здесь Сумрака. Призываем Дримору. И вот такой компанией сражаемся с ними. Кстати, Алчущий отъехал, да? Так, и Святоша отъехал. Ну, жесткие ребята. Как видим, паралич на них проходит плохо. И это печально. Придется тратить ману. Очень жестко. Очень жестко. Так, ну один остался. А нет, два осталось. Осталось двое. Мы должны справиться. И последний. Все, отзываем Алчущего. Ну, здесь место известное. Вот эта штука, так же, как и ловушки, которые мы видели ранее, наносит моментальный урон дичайший. И, в общем-то... Так, давайте-ка мы сделаем. У нас скорость завышена, поэтому я попробую просто пробежать. Если получится. Да, получилось даже с запасом. Так, здесь у нас ловушка. Ловушка не хитрая. Нужно подождать. Вроде бы. И нажать правый рычаг. Вот так вот. Напяливаем кольцо и просто пробегаем. Не-не-не, ребята. Сражаться я с вами не хочу. Ой-ой-ой-ой. Так, а что с этими делать? А, он тут один. Ну, собственно, надо нажать вот этот рычажок. Активировать механизм. Сейчас начнет подниматься мост. Мы просто по мосту пробегаем. И, в общем-то, все. Снова фабриканты. Никакого разнообразия. Два вида фабрикантов. И пустые коридоры.
Это, видимо, разработчики тренировались перед разработкой Бладмуна. Просто затягивание геймплея. Ну, нет, конечно, я не прав здесь, не совсем прав. Некоторое количество ловушек все-таки встречается. Так. Ну и мы пришли к первому относительно сложному месту. Давайте-ка сохранимся. Подойдем к нему под невидимостью. Он активируется, но не нападает. Он меня не видит. Конечно же, придется... Хотя, может быть... Ну, смотрите, нам даже не обязательно с ним сражаться. Мы можем просто пробежать. Нет, 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 нет. Понятно. Жестко дамажит. Но мы, конечно же, призываем наших ребят. Конечно же, жрем бутылочку восстановления здоровья. Он дамажит не просто жестко, но еще и по площади. Паралич на него, конечно же... Ой-ой-ой-ой. Конечно же, не работает. Но благо наши товарищи отражают магию. Значительную ее часть, по крайней мере. Так, а есть у меня простые зелья? У меня, кстати, есть вот эти вот щиты. Я что-то затупил. Давайте сожрем несколько. Также у меня где-то было поглощение заклинаний. Так, а где оно было? Вот оно было. Всего 14 пунктов. Парочку сожрем. А вот здоровья у меня что-то как-то я не вижу. Ну вот, какое-то слабенькое есть. Все равно пробивает, гад. Гад все равно пробивает. Придется жрать вот это зелье. Но оно тоже слабенькое. Но мана у него не бесконечная все же. Так или иначе он выдохнется. Похоже, все. Мана кончилась. И теперь просто нужно заковырять его. Довольно жестко дамажит. Давайте Дримору еще до кучи. Дриморы беспонтовое оружие. Он отступает, смотрите. Под натиском наших ребят. Жаль, что я не вижу ХП. Пока не атакую. Святоша тоже с каким-то кинжальчиком беспонтовым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я-то думал, все у него уже. Ну, давайте хильнемся. Все, наконец-то он сдох. Сохраняемся. Ну, у него здесь вот уникальное зелье. Заберем. Ну и проходим. Купол Сота Сила. А что мы здесь видим? А здесь мы видим, что Сота Сил висит на каких-то веревках, проводах. Вы нашли Сота Сила, его безжизненное тело свисает с одного из хитроумных устройств, сделанных им. Определенно кто-то успел опередить вас. Кто же это успел? Давайте включим субтитры, чтобы было более понятно все, что будет происходить. Еще раз сохранимся. Этого, пожалуй, можно отзывать. Или даже вот так перепризвать. Контрольный сейв. Здесь все закончится.
Часовой город должен был быть местом твоей смерти. Ты должен был стать моим величайшим лучшим, героическим Меревеем, пожертвовавшим всем, чтобы защитить Морвин от безумного Сотта-Сила. Не бойся. Я сама расскажу легенду, когда все закончится. Я расскажу моим людям, как с последним вздохом ты поклялся мне своей верности, единственному истинному Богу. Твоя смерть завершит пророчество и объединит моих людей под знаменем одного Бога, одной веры, моего единоличного божественного правления. Марионетка-король сложит оружие и склонится к моим ногам. Те же, кто не подчинится, будут уничтожены. Кольцо Барилзара позволило мне перенестись в это место. Здесь я убила Сотта-Сила. Здесь я вызвала фабрикантов, которые напали на Морнхолд. Я стану спасителем моего народа. Я в одиночку спасу их. Но я вижу кровь богов на твоих руках, Меревари. Вивек был глупцом. Как жаль, что я не была там и не видела его смерти. Но Сотта-Сил, он всегда был очень осторожным. Он избегал нас и даже заперся в этой дыре. Он не проронил ни слова, когда умирал, ни одного. Даже после смерти он насмехается надо мной своим молчанием. Но я думаю, ты, смертный, будешь кричать. Теперь ты стоишь перед лицом истинного Бога. Так, нам пора бежать. Значит, конечно же, мы сейчас обожремся зельями по максимуму, потому что дамажить она будет магией довольно-таки жестко. И нам нужно сделать так, чтобы она потратила свою ману. До этого мы ничего особенного с ней сделать, наверное, не сможем. Паралич, конечно же, на нее не сработает ни хрена. Мы можем занять вот такое место интересное. Так. Хиляться немного. Так, и призывать наших ребят. Во-первых, трупика. Во-вторых, конечно же, святошку. Трупик долго не прожил. Сумрака. Снова трупика. И лечение. Лечение обязательно. Первое время будет в основном вот такое вот движение. Как она выносит, а? Как она выносит. Магических существ, атронахов, я не люблю призывать, как вы знаете. А вот трупик нам будет нужен. Как она, смотрите, а? Трупик нужен будет, чтобы ее обездвижить. Ну и понизить ей урон. В прямую схватку с ней вступать себе дороже, как вы понимаете. На рожон я не полезу. Пока у нее есть мана,
Приближаться к ней не стоит. Так, вот она разобралась с ребятами нашими. Так. Трупика все же обновлю. Нужно, чтобы они ее забаговали. Походу, мана у нее закончилась. О, вот так хорошо. Вот так отлично. Вряд ли они ее убьют. Потому что регенерация вроде бы у нее есть, если я ничего не путаю. А вот силу понизить, это дело хорошее. Ну, сами забаговались. То есть даже с моей скоростью убежать от нее проблематично. Вот так вот ее давай. Так, надо кого-нибудь для компании, конечно, призвать. Чтобы она застревала. Святошу тоже обновить. И трупика. Колдовство подросло. Даже до сотни не прокачал магические навыки. Ну, может еще алчущего обновить. Ведь он даже не пытается ее парализовывать. О, пошло дело. Давай. Давай. Трупик наш, молодец. Кстати, а мы можем ее усмирить? Она же тоже животное, по сути. А, нет, не можем, блин. У меня же здесь по площади сейчас все усмирятся. Если только вот так как-нибудь попробовать. О, усмирилась. Но тут 10 секунд. Ни о чем. Она возвращается, видите, к дверям. Трупик пропал. Возвращаем. Ну хотя бы остановилась. Сейчас они силу ей срежут, и мы ее возьмем тепленькую. А может и добьют. Почему нет? Может и добьют. Давайте-ка сумрака еще вызовем. До кучи. Надо, кстати, посмотреть, сколько у нее хп. Блин, я попал по сумраку. Это я попадаю по сумраку. Они сейчас будут между собой сражаться. Это плохо. Но здесь придется переждать. Придется пережидать. Походу у нее все с силой, да? Давайте приготовим усмирение на всякий случай. Попробуем спрыгнуть. Да, она все готова. Она готова. Берем меч. Зря, что ли, я его ковал. Сейчас сумрак уйдет, чтобы никто не мешал. И мы ее добьем. Засранку эту. Ну. Все. Усмирение. Ну, не так-то просто. Не так-то просто. Отражает магию. Засранка. Нет. Наши ребята, видите, сколько ее не колупали, а всего
Где-то около трети, наверное, не четверти, а трети сняли с нее. Если оставить все как есть, то это надолго затянется. А стрел я с собой не взял. Тихо, тихо. Ну, то есть вы понимаете, да? Это, конечно, такое некоторое нарушение нашего челленджа. Но ребята наши долго будут колупаться. Давайте все-таки призовем какую-нибудь святошу, чтобы было в соответствии с челленджем. Не забываем заключение. Ну и всю компашку. Сумрака, Дримору. Можно даже Кланфира. И пусть ковыряют. Ну, то есть принцип вы поняли, да? Сжигаем силу. Снижаем ХП. А ребята добивают. Все. Душонку мы захватили. Дневник дополнен. Кольцо Барилзара и огонь надежды. Огонь надежды мне как-то больше нравится, чем истинное пламя. Ну что, давайте почитаем, что там пишут. Альмалексия погибла от моей руки. Богиня хотела, чтобы я навсегда остался лежать здесь. Она хотела сделать из меня мученика для своей новой религии. Но теперь она и Сотосил оба лежат мертвыми в том, что осталось от заводного города. И мы можем, в принципе, применить колечко Барилзара. Где оно? Где оно? Где оно? Вот оно. Кстати, вызов фабриканта. А работает ли он? Давайте проверим. Давайте проверим. Ни хрена не работает, как и не работало. Ладно. Отправляемся в Марнхолд. Все, нету вашей подруги. Надо кому-то доложить. Марнхолд, город света. Кому-то надо доложить. Ничего он нам не скажет. Давайте отключим субтитры. И, наверное, нам нужно отправиться во дворец королю Хелсету. Блин, вот эта тема сейчас меня будет доканывать. Ну да. Ты все сделал правильно. Я забыл про нее. Смерть Альмалексии – это благо для Моровинда. Хотя для того, чтобы принять это, может потребоваться время. Она бы предала Данмара так же, как предала всех, кого любила. Это было ее проклятие. Косячная текстура, видите? Шеи нет. Не стоит плакать по сути. Почему-то фигура здесь не такая, как в оригинальной игре. И я уверен, Не совсем что понятно. его смерть не принесла ему ни малейшего облегчения. Но будем Эти считать, что это... вот силы появляется. силы, которой не должен был обладать ни один. Какой-то баг. Твоя работа в Моровинде еще не закончена, Нерварин. Защищай моих людей. Защищай эти земли. Небеса Морнхолда опять чисты. Эти люди больше не должны страдать. А теперь иди, смертный. Иди с моим благословением навстречу своей судьбе. И она исчезает опять. Меня посетил дух Даэдра Азуры. Она сказала мне, что смерть Альмалекси была благом, и что, все понятно, мы уже это все и видели, слышали. А телепортация так и не заработала. Блин. Есть консольная команда, я ее не помню, нужно гуглить. Я этим займусь обязательно. А здесь тоже? И здесь тоже.
Баг, друзья, это баг. Тем не менее, доложим королю. Насчет нападений. Ой, нас облагодетельствовали. Эти атаки дело рук Аль-Малекси. Она убила Сотосила и пыталась убить и тебя. Потрясающе. Так как Вивик также мертв, воистину, это конец трибунала. Я верю твоему рассказу, но не ожидай, что мои люди также с готовностью примут его. Ты найдешь, что не так-то просто убить этих богов в сердцах и душах их последователей. На это потребуется время, но Моровинт ожидает новая эра, и я веду свой народ в нее. Ты хорошо поработал, друг мой, ты заслужил мою благодарность. Так, броню королевской стражи он нам дал. И все, что ли? И меня почему-то подвис Твое преданное служение в дневнике будет квест. вознаграждено. А нет, пропал. Был квест с Кородом. У нас даже нет перегруза, но броня такая довольно-таки беспонтовенькая, так, для коллекции. Ну что, на этой вот прекрасной ноте, пожалуй, я буду заканчивать эту серию и в целом прохождение. У нас остались еще некоторые незавершенные дела, а именно Гайнор не убит. У нас тест орка еще, так что ролики еще будут несколько. Но основное прохождение закончено, и в таком темпе я уже не буду выкладывать каждый день. Тем более, что нужно подготовиться к, скажем так, сопровождению нашего орка через заводной город. Это не так просто. Но на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Вот так вот рядом с королем встанем. Благодетели Моровинда. Спасибо вам всем за внимание, что были со мной этих долгих 3 месяца. Было тяжело держать темп, выпускать в день по ролику. Но я старался для вас. К сожалению, цель моя с подписчиками не выполнена. 10 тысяч так и не набралось. Вообще я скажу, что подписчики не выросли нисколько. То есть там плюс-минус какие-то единички туда-сюда. Не знаю почему. Какой-то как будто, знаете, потолок достигнут. Вот 9,5 тысяч и все. Понятно, что продвижение, всякая реклама, да, но этим я заниматься точно не буду. Раз 9,5, значит 9,5. Но, надеюсь, мы с вами увидимся еще на просторах какой-нибудь другой игры. На подходе у нас там 7 Days to Die в релиз выходит. Я думаю, что постараюсь снять по ней какие-то ролики. Не знаю, правда, как это будет выглядеть, потому что у меня изменения по работе произошли некоторые. Но буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал мой в Дискорде. Я организовал его еще при начале этого прохождения. И свежие новости будут именно там. И свежие ролики, соответственно, будут появляться, потому что YouTube бывает чудит. Не всем выпадают рекомендации, не всем выпадают уведомления о выходе новых роликов. А в Дискорде я буду выкладывать более оперативно. Ну что, всем спасибо за внимание. До новых встреч.